Если Ахи не входит в абсолютный неизменный сад, значит, эта иерархия ограниченная? Ахи, как и всемирный разум, и вселенский разум, они все находятся в абсолюте. То есть все есть во всем. И все это, что есть во всем, есть и в каждом принципе, который будет по мере своего продвижения и проявления приходить в мир феноменов. Непроявленное состояние Ахи в абсолютном и неизменном сад, вечно и неизменно. А когда все проявляется, и в том числе Ахи, то все имеет начало и конец, следовательно, ограничено. Но иерархия бесконечна. Если Ахи – коллективные разумные силы, то получается, что Ахи лишены индивидуальности? Ахи — это проводники, а значит, это сущности, потому что разум вселенский, он нуждается в проводниках, в силах, которые способны были бы передавать мысль разума. Ахи являются коллективным разумом, но выражаются для каждого индивидуального сознания именно разумностью. Если чувство входит в описание разума, то значит ли это, что все есть чувство? Тогда почему в учении говорится, что надо избавиться от чувств? В учении не говорится, что избавиться надо от чувств. Это во-первых. Потому что там говорится, что надо утончить нашу природу чувств. Вот утончая нашу природу чувств, мы становимся лучшими проводниками для этой божественной мысли или вечной жизни. Это умение переносить чувства в сознание приобретается опытом и использовать следствие во благо. Утончить чувства, очистить их от низшей природы и дать возможность проявиться в высшей природе чувств. Тогда низшее просто растворяется в свете высшего. Не избавиться, но исчезнуть. Очень интересно было дано на семинаре Арупа и Рупа Ахи, как вдох и выдох. Значит, когда начинается Манвантара, тогда и появляются Ахи и разум. Значит, Бог и есть разум. Про Арупа и Рупа, то, что говорится, это говорится о мире духа вне форм, где потенция собирается этого Ахи или разума. Там мир духа вне форм, Арупа. А когда идет выдох, то возникают Рупа, то есть проводники, сущности, разумы, группы разумов или группы сознаний, которые способны проявлять эту божественную мысль. Арупа и Рупа Ахи – это не то, что Арупа и Рупа для человека. Арупа Ахи – это первое появление на заре Манвантары. Рупа Ахи – тонкий план, астральный мир. Для человека это не Рупа. Для человека это как раз Арупа. План прообразов, как вы говорили, соответствует паузе, но ведь там есть все. Пауза – это просто состояние между вдохом и выдохом. И в этой паузе сосредотачиваются все возможности, все прообразы того будущего, что должно быть выдохнуто. Поэтому там все есть. План прообразов, где собираются все будущие образы миров. Было удивительно узнать, что все цвета произошли от белого. Какая тогда планета соответствует этому белому цвету, если все основные планеты распределены по основным цветам – оранжевый, фиолетовый, красный, желтый, голубой, синий и зеленый? Но если сказать о белом луче, то он, конечно же, находится на плане прообразов, тогда, когда Парабраман находится в покровах Мула-Пракрити. И в этом состоянии, перед тем, как выявиться свету, или сыну пространства, или мысли божественной, проявляется он силой Фахата, то в этот момент этого проявления он белый, и он единый в своей троичности. И когда он становится семеричным, то здесь корреляция
этих цветов, этого белого луча, начинает проявляться. То есть белый луч дифференцируется на 7 цветов. Он не относится, белый луч, ни к какой планете. Потому что планета – это феномен. А если говорить о духе планет, то мы должны также вспомнить о духе Солнца, о духе звезд. И синтетическое свойство синтеза самого и заключается в белом луче. Это как причина бытия, причина зарождения всего. Она всегда является белой, то есть прозрачной, в себе несущей все, выражено мудростью. Белый цвет, он единый при завершении и начале цикла. Арджуна с санскрита переводится как «белый». Кришна учил Арджуну высшей философии, служа его возничим. Вот какой это белый цвет, белый луч. Он учит и служит одновременно, служит высшему. Это любовь изначальная, как единое состояние белого луча. Она учит или распространяется в многообразных цветах. Имя планеты — любовь или проявление единого закона. Разум. Если Ра – это Бог или свет, можно ли сказать, что этот свет озаряет ум, и тогда и возникает разум? Ра — свет, озаряющий ум. И все-таки Z, соединяющий Ра и ум. Разум. Он становится божественным умом. Свет этого ума есть разум. Разум есть синтез двух, он третий. Вы говорили о 3 уровнях мысли. А как это в жизни можно увидеть и понять? Лучше сказать 3 состояния сознания. В нас эти состояния живут постоянно. То есть мы находимся сразу в 3 мирах. То есть у нас есть проводники, тела, которыми мы, собственно, и живем в этих мирах, в этих состояниях сознания. И с учетом того, каково наше мировоззрение, то, согласно этому, мы находимся как в феноменальном мире, плотно в своем состоянии, ощущая условия, в которых мы пребываем. То же самое наше восприятие психическое этих условий, в которых мы пребываем. И согласно этим же условиям у нас и тело мысли реагирует на определенные побуждения, связанные с нашим настоящим состоянием сознания, то есть нашей культурой, нашей образованностью. И мы живем согласно вот этим 3 мирам постоянно. Просто мы не отдаем себе отчета. То есть мы их не фиксируем для себя. У нас нет внимания на то, чтобы обратить вначале на мысль, потом на чувство, а потом уже на проявление в виде нашей реакции тела. Единственное, что мы чего должны добиться, это слияние этих 3 миров. Вот когда мы будем в синтезе понимать, о чем мыслим, как воспринимаем психологически это, как у нас работает психическая энергия, и как физический проводник может избежать любой болезни, любых страданий. То есть мы отдаем себе сознательно отчет работы в 3 мирах. В этом случае происходит синтез. А этот синтез и есть то 4-е составляющее, что и есть в совокупности сам человек. Эта совокупность отвечает природе духовной, то есть сознательной нашей жизнью проявляется, качеством этой жизни. И тогда человек избегает страданий, мучений. 3 уровня – это рассуждать, размышлять и мыслить. Рассуждать – значит разделять, размышлять, соединять, объединять, а мыслить – творить. Так и распределяются эти 3 уровня в жизни. Узнала совсем новое о том, что, оказывается, высшие спросили сначала у низших разрешения проявляться. Это очень интересная мысль. А в нашей жизни это тоже так происходит? К сожалению, в нашей жизни, если это и происходит, то очень редко. Очень редко.
Хотя бессознательно это происходит. Бессознательно, когда в человеке действительно рождается любовь. Вот когда любовь рождается, то возможность эта не уходит. Она остается в человеке как достижение. И эта возможность позволяет действительно спросить, возможно ли, то есть естественно подойти к тому, от кого ты что-то ждешь или будешь ждать. Или не нарушишь ли ты покой того, кому предлагаешь свои мысли, свои действия. То есть это прежде всего связано, конечно, с любовью, состраданием, сочувствием. Если действительно это высшее состояние, то тогда оно проявляется естественно, действительно при разрешении низшего. Тогда, когда эта ниша готова. Если Ахи для того, чтобы проявить вселенский разум, должны были вместить его, то как именно это происходит? Это происходит вздохом. Невозможно проявиться, не вмещая. Сначала вмещение, потом проявление. И в этой продолжительности проявления продолжение вмещения. Мир истины, как блестящая звезда, упавшая из сердца вечности, на 7 лучах которой висят 7 миров бытия. Какие это миры? Эти миры сознания или жизни сознаний. 7 миров бытия обозначены единым миром разума и творчества, этой блестящей звездой единого семеричного луча. Они потом станут 7 телами сознания – космоса, природы и человека. Если есть латентный разум, то какой разум действующий? Феноменальный разум действующий. Разум, который не проявлен, латентен. Разум, который проявлен, действующий. А что именно предшествовало появлению Ахи? Вздох. Заря новая, Манвантары. Появлению Ахи предшествовало время, которого не было. Следовательно, предшествовала Ахи продолжительность. Вселенский разум и абсолютный разум един? Едины. Абсолютный разум и есть вселенский разум. Каким образом Ахи проявляются в человеке? Когда пробуждается потенциальность духовного человека с его свойствами и качествами, которые присущи силе любви, сострадания, почитания, уважения, торжественности, ответственности, то есть всех свойств, проявленных духовных наших побуждений. Вот эти силы именно этих свойств и качеств, они являются проводниками божественной мысли. В этом происходит и сотрудничество. Ахи проявляется в человеке как мудрость. Мудрость – это душа творения. Огонь духа приводится в движение через материю. Материя утончается, превращается в чистый дух и становится духом, то есть остается в памяти пространства духа. Силой огня дух производит материю. Космический разум обретает движение во внешнем пространстве материи, предвечный дух во внутреннем пространстве. А душа творения переходит из одного пространства материи в другое. Этот огонь, он объединяет космический разум и предвечный дух. Он и есть мудрость, вернее, проводник мудрости, что и есть самообладание. Ведь самообладание – это очень сложное качество. Оно состоит из мужества, терпения, сострадания. И это синтетическое качество следует развивать очень и очень заботливо. Именно так проявляются Ахи в человеке. Если не было Ахи, так как не было времени, то значит, когда Ахи появились, они побеждают время? Ахи не могут побеждать время в силу того, что Ахи – это проводники. Они способствовать будут тому, чтобы в человеке пробудились эти силы Ахи для того, чтобы была возможность победить время. Ахи проявляются тогда, когда появляется время. Победить время значит избавиться от прошлого, настоящего, будущего
и оставить нулевой и завершающий циклы. А это единый цикл озарения. Нулевое состояние завершения – это и есть победа над временем. Он как раз соответствует белому цвету или белому лучу. У человека есть эта возможность, а у Ахи нет. Они лишь способствуют этой возможности. Ахи – проводники собственной природы сил. Что это значит? Имелось в виду, что природа Ахи, природа сама, это силы. Силы в своей потенциальности, которые способны быть проводниками божественной мысли или творчества разума. Они способствуют творчеству разума для того, чтобы этот разум через Ахи смог проявить мысль божественную. Проводник собственной природы – это исполнение воли высшей. Если исполнение есть, то тогда возникает координация или распознавание. Потом возникает понимание, а потом инициация. То есть ты можешь идеи воплощать. Как правильно понимать выражение, что пламя Ахи стремится вперед, пока не достигнет нашего мира, и здесь они становятся сложными? В чем сложность? Пламя Ахи стремится вперед. Дело в том, что пламя, оно есть высшее желание, которое устремлено очень мощно в своем движении и горении. Это космическое творение. Вот в этом космическом творчестве этого пламени все творится до того состояния, когда возникнет сам феномен, который сам в себе, этот феномен, или человек феноменального мира, или сознание плотного мира, начнет собирать в труде каждого дня, собирать ту мощь, которая потом выльется в нем, как горение пламени, устремление, то есть. И сложность появляется именно в этом случае, что человек, ему сложно проявить вот такое творчество космическое, горение этого пламени. В этом сложность. Потому что весь этот плотный мир, он составлен категорией дуальности. В этом сложность дуальности, совмещение ее. И вот когда человек начинает творить истинно, происходит синтез. А синтез – это такая устремляющая сила, которая дает возможность трансформации человека, трансформации сознания или освобождения. Вся природа в сложности в том, что человек ограничен дуальностью этого мира. Простое в единении, когда нет дифференциации или разнообразия. А сложность как раз в разнообразии. Вот привести это разнообразие к единому состоянию, тогда и возникнет краткость. А сложность возникает от отсутствия краткости. Это долгий путь. Чувства должны стать исполнителями закона. И тогда возникнет то одно чувство. Оно простое. Это чувство единения. Как единый непреложный закон. Мне показалось очень странным выражение, что астральный мир отражает все без разбора, и добро, и зло. И если это обман, то Ахи там распознают истину. Ахи способствуют распознаванию истины. А астральный свет, он напитывается эманациями человеческого сознания, человеческой мысли, его побуждений, его действий, его страстной природы, как и духовными побуждениями. Поэтому в астральном мире нет ни добра, ни зла, потому что там работает и действует космический закон. Этот космический закон, он все приводит в гармонию. У него единственная мощь этого астрального света – проявлять все в его таковости. Зло злом он может проявлять, добро добром, но это лишь только с позиции человека. А на самом деле добра и зла нет, а есть великий синтез и гармония. Астральный свет просто отражает то или другое состояние. Там нет отношения. Отношение появляется как раз у человека к тому или другому. Но ведь истина одна,
И когда-то мы должны остаться одни. Как только мы останемся одни и поймем, что нам некуда идти, значит, мы подошли к вратам. И в этот момент исчезает отношение и появляется состояние. Это мысль, которая озаряется собственным светом.